Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Зеркальном Таро, и с вами Каролина. Сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте-ка посмотрим, что новое впереди. Новое знакомство, может быть, новая работа, новое увлечение. Да? Как вы по-новому, может быть, будете себя реализовывать в ближайшее время. Итак, что новое впереди? Короткая сигнификация для вас. В данный момент вы действительно очень стремитесь к переменам. То есть этот расклад, скорее всего, будет подходить к женщинам, которые очень хотят чем-то наполниться, либо наполнены и хотят этим чем-то поделиться. Вы сейчас можете искать какую-то информацию, искать подходящих людей, с кем-то знакомиться, пытаться открыть какие-то двери, какие-то новые возможности. Вот вы показаны кубковой королевой. В вас много страсти, в вас есть некая такая, знаете, чертовщинка. То есть вы можете поступать как-то необычно, так что некоторые люди вас могут не понимать иногда, да? Ну, что-то есть в вас такое, знаете, что просится к реализации. Вот если долгое время вы не могли себе позволить что-то, да, сейчас пришло то время, тот момент пришел, когда уже просто, ну, через край выплескивается. Да, вы должны изменить свою жизнь, вы на это настроены. И по карте сила, скажу я вам, у вас есть на это и потенциал, и возможности, и также внутренние силы, и у вас есть очень такой крепкий, хороший стержень внутри, да, поэтому должно у вас все получиться. Итак, давайте посмотрим, что новое впереди для вас, мои хорошие. Ух ты! Ну, здесь идет по карте императрица какое-то достижение очень высокой цели вашей. Что-то такое, что сделает вас очень уверенными в себе, очень довольными по жизни, да. Здесь может быть достижение какой-то карьерной цели высокой, да, если вы поставили себе цель. Либо вы поставили себе цель, может быть, вы куда-то едете, хотите, вот приеду в столицу, покорю эту столицу, да, вот обо мне еще услышат, обо мне еще узнают. Вот. Либо вы задумали, например, у нас императрица, это еще карта, которая очень четко, классно, глубоко связана с землей. Поэтому, возможно, вы решили приобрести дом, недвижимость или, может быть, например, участок земли, на котором вы что-то хотите строить, да, что-то такое, чтобы, как бы, как говорится, на века, на года, на десятилетия. Поэтому, конечно, императрица — это у нас еще реализация женщины как матери, женщины как жены. То есть это и рождение детей, построение семьи, замужество, да. Это реализация себя, может быть, для кого-то как бабушки, да, когда в вашей семье у ваших детей родятся дети, допустим, да, и у вас будет новая вот такая вот интересная и почетная очень реализация. То есть императрица — это шикарная карта, дорогие мои, и вы входите в эти энергии, и это действительно для вас что-то может быть новым, какие-то новые грани. Так. Не обойдется без того, что как будто кто-то будет, ну, либо завидовать вам, как у вас все это получится, либо, как сказать, со стороны наблюдать, но не иметь возможности и права приблизиться. Таким образом, сюда могут входить какие-то люди, которых вы, допустим, уже не пускаете в свою жизнь, да, с которыми вы, допустим, расстались. Это бывшие возлюбленные, бывшие мужья, это, ну, какие-то люди, да, которые когда-то имели к вам доступ, допуск, а теперь не будут иметь. Поэтому не обязательно здесь с завистью вот этот взгляд, может быть, с грустью, да. То, что я вижу. Ваша реализация идет в паре. То есть однозначно рядом с вами будет мужчина, и мы его давайте сейчас рассмотрим. Очень наполнены вы любовно, поэтому это обязательно, конечно, привлечет нужного вам, необходимого вам партнера, кому вы сможете отдавать свою нежность, свою любовь, да, свою вот чувственность свою, с кем вы сможете это разделить. Он показан у нас картой мага, поэтому здесь мужчина такой, знаете,
эдакий волшебник. В его качество очень большой перечень входит, да, человек, который много знает, много умеет, разносторонне развитый, да, интеллектуал, хорошее образование, сюда много чего входит, золотые руки, вот, большие какие-то возможности, когда он может много достичь, много, может быть, большие связи, много друзей, да, человек, которого там знают, которого любят. Ну, первая карта, да, первый старший аркан, ну, единичка у нас по карта мага. Вот если мы спросили, какой мужчина будет рядом с вами, ну, это шикарный, девочки. Мужчина шикарный, козырный. Вот, может быть, действительно мужчина из прошлого будет вот с такой болью смотреть на вот этот ваш расцвет, да, в котором для него не оказалось места. Но дело в том, что, возможно, он это место когда-то сам потерял, да, сам как бы профукал свои возможности, а теперь что ж, ну, только и остается, что смотреть, да, и грустить, да, ну, либо и завидовать, так тоже может быть. Так, вокруг вашего мужчины очень много пентаклей, то есть он будет финансово очень-очень обеспеченный, и рядом с ним очень обеспеченной будете вы. То есть здесь однозначно идет прорыв как бы, ну, действительно по всем направлениям, то, что мы спросили, да. Вы показаны здесь пентаклевой королевой, женщина, крепко держащая в руках то ценное, что для вас является ценным. Но тут про деньги тоже очень много. Видите, пентаклей много, поэтому финансово будете очень хорошо обеспечены. Смотрите, для кого-то из вас, конечно, я не скажу, что для всех, но для кого-то из вас достичь всего этого вам поможет взрослая, мудрая, умудренная опытом, умелая женщина. Поэтому, может быть, здесь даже показано то, что вы пришли вот на мой канал, да, и смотрите сейчас расклад, вот вам тут и советы от меня вы получаете. Может быть, кто-то закажет личный расклад. Может быть, у вас есть свой какой-то таролог, да, к которому вы пойдете прямо лично и так дальше. Также это может быть еще женщина, ну, к примеру, мама, да, если вы к ней прислушиваетесь, если она действительно обладает вот такими качествами, которые на вас как бы до сих пор влияют и действуют, и вам важен ее совет. Поэтому здесь может быть, видите, прям карта помощи выпала на женщину взрослую. Здесь еще может быть так, например, что через какую-то взрослую, мудрую женщину вы познакомитесь с этим мужчиной, понимаете? То есть, может быть, это ее сын, там, я не знаю, знакомый, там, вас пригласят кому-то на день рождения, например, на юбилей, и там вы познакомитесь с этим мужчиной. Поэтому не игнорировать вот эту даму, да, вот эту женщину, не игнорировать. Так, ну и однозначно она тут выпала, видите, с картой помощи и картой мага рядом, поэтому, ну, кто-то будет обращаться и с помощью ритуалов все-таки приблизит знакомство с этим человеком. Либо, скажем так, ускорит вот этот, ускорит эту возможность, да, ну, как бы одно и то же я сказала, но в разных вариациях. Ускорит эту возможность с таким именно очень хорошим мужчиной, чтобы вы встретились. Так, что карты скажут дальше? Что новое у вас на пороге? Давайте будем смотреть. Так, такое впечатление, что у вас будет кто-то просить помощь. Помоги мне, пожалуйста. Но либо неправильно распорядиться этой помощью, либо сам зов о помощи может быть таким не совсем то человек, ну, как бы, ну, вот, например, кто-то скажет, ну, выручи, да, одолжи, пожалуйста, мне нужно, я не знаю, там, ну, срочно оплатить, допустим, там, квартиру, да, оплатить, а мне нечем, вот. Но здесь как хитрость идет какая-то, что помоги мне, да, но денежки могут пойти на что-то другое, понимаете, вот так. Просто обратите на это внимание. Ну, я могу, конечно, и дальше раскрыть, от кого этого можно ожидать. Может быть, будет какая-то подсказка. Все связано с дорогой. Дорогой и какой-то мужчина. Так, мужчина может к вам обращаться за помощью. Что-то, может быть, скажет в дороге, там машина сломалась, еще что-то. Вот, но вот там что-то есть, хитрость какая-то. Поняли? Обратите просто на это внимание. Вот, и идем дальше. О чем вам знать необходимо?
здесь и сейчас, и сегодня. Так, здесь показана женщина, своевольная, властная, женщина с характером, которая как решила, так и будет. Может быть, сейчас, например, на кого-то обижена, сердита, да, холодна, скажем, к какому-то человеку. М, Есть такое ощущение, что кто-то пытается добиться внимания женщины, но она просто вот включила, что называется, игнор, да? Так, а почему включила игнор и стоит ли обратить внимание все-таки на людей вокруг? Почему включила? Так, смотрите, здесь потеря была какая-то, потеря, расставание было с мужчиной. Либо девочки доверила какому-то человеку денежки, денежный вопрос, и, возможно, пострадала в этом плане, да, поэтому как сейчас женщина не хочет никого видеть, либо доверять, либо даже к себе подпускать. Если так, давайте посмотрим, если деньги, вернутся ли деньги. Вернуться, да, потому что кубковый паж это у нас активное какое-то действие, активное начало, и оно сопряжено с чувствами, да. То есть однозначно как бы ваши чувства, то, что вы там злитесь, сердитесь или обижаетесь, будут учтены, и человек по такой карте, ну вот повешенный, конечно, показывает то, что вот затянется, да, история затянется, то есть вы, может быть, кто там одолжил, например, денежки какому-то мужчине, и он не может отдать, это еще какое-то время будет подвешена эта ситуация, но в итоге отдаст, поняли? Так, и никого к себе не подпускаете, давайте посмотрим тогда, стоит ли подпустить этого человека к себе, а стоит ли. Девочки, вы же понимаете, да, что это все, я рассказываю, это все так бы разные, так сказать бы, разные истории, потому что людей смотрит много. Вот, кого вы тут не подпускаете. Мужчина влюблен в вас. Мужчина, который хочет с вами серьезно и хочет на постоянной основе, ну, встречи или проживать рядом. И он, ага, смотрите, он далеко, он на отдалении. Скорее всего, вы уже, может быть, вот как говорится, столкнулись, да, с таким похожим типом или типажом, и теперь вам страшновато, вы как боитесь его впустить в вашу дверь. Но это совсем другой человек, и видите, здесь как раз он наоборот готов дать, готов помогать. И, ну, хочет с вами серьезно, хочет как бы заякориться, по крайней мере, у него есть такие чувства, такие планы. Женщина пока не хочет. Но главное, что мы рассмотрели, да, как он, что у него там внутри у этого человека, и вы уже дальше посмотрите, как вам действовать. Так, что еще карты скажут для вас, что новое? Так, смотрите. Ну, здесь показана женщина, с которой у вас, возможно, был конфликт или даже прекращение отношений. Может быть, даже, например, соперница, так тоже может быть у кого-то, да. Может быть, вы перестали общаться. Например, там бывшая подруга, которая там, ну, что-то вы там не поняли друг друга и так дальше, да, или предательство какое-то пережили. Но здесь у нее за спиной, у этой женщины точно есть негативный поступок какой-то, понимаете, о котором она, в общем-то, и сожалеет на самом деле. Она сожалеет, она думает о вас, она или прорабатывает свою собственную вину перед собой, да, либо даже перед вами. Давайте посмотрим, что она вообще хочет, чтобы вы ее простили или чтобы вы общались. Да, здесь хочет человек примирения, какого-то понимания, поэтому это, наверное, не соперница. Она, я думаю, соперница бы не хотела примирения, да? Как будто между вами закончились отношения по какой-то причине, но вот она хотела бы их наладить. Вот какая-то женщина, да. Тяжело переживает то, что произошло. И если сама в чем-то виновата, корит себя, винит себя. Если вы виноваты, вас простила, и как долгое ожидание, как будто давно, давно вы вот без общения, скажем так. Хотела бы с вами примирения. Скорее всего, проявится, девочки, проявится. Скорее всего, да. Иначе зачем она нам показала здесь, да? Так, что еще у вас новое будет на пороге?
Так, девчонки, значит так, мужчина заходит у нас, здесь кубковый король. Такое впечатление, что человек... Вышла карта правосудия, да? Что-то либо хочет справедливости какой-то, либо вы будете желать справедливости. Что-то вот между вами и между этим мужчиной восторжествует какая-то справедливость. И вас это будет радовать. Вот. Ну, здесь много можно вариаций, да, перечислить, скажем, событий каких-то. Может быть, когда-то человек поступил некрасиво по отношению к вам. И вы будете рады, когда узнаете, что справедливость восторжествовала. Может, он ответит, да, за свой поступок. Может, он, например, придет и извинится. И вы будете тоже рады, что ну, это правильно, да, это хорошо, это как бы как положено. Здесь еще эта карта может показывать, что уравновесятся отношения ваши, если был какой-то перекос. Например, один человек другого сильно добивался, там звонил, помогал, бегал вокруг, да, другой морозился, там холоден был, недоступен был, да. По-разному в жизни все бывает. То здесь весы, видите, уравновесились у нас, поэтому какой-то вот крен какой-то был, да, нарушение, и теперь восстановится. Вот будет как бы, будет так, что никому не обидно, вот так скажем. Так, еще что новое? Что новое на пороге? Ух ты! Так, явятся девочки, для кого-то из вас император. Это мужчина, который на отдалении, у которого трудный путь. То есть там, где он находится, ему там трудно. Либо дорога трудная. Ну, к примеру, там, знаете, поехал на своем автомобиле, там, не знаю, сломалось что-то, да, или бы задержали где-то, да, там... Или какие-то документы там, ну или украли, или потерял. Ну что-то трудности какие-то на отдалении. Человек по императору для вас важный, может быть взрослый, там гораздо вас старше. Может быть, кстати, что-то это связано даже с работой, например, начальник, да, и для вас, ну, просто важно это, потому что это связано, например, с вашей работой. Вот, вот такой человек появляется у нас, тут показался, вот как издалека. Либо человек показан, который ушел в себя, да, не хочет общаться, не идет на контакт, свои имеет какие-то там проблемы, разбирается в этих проблемах, да, и, ну, вот, как бы не выходит на контакт, ну, проявится. Вот такой мужчина, вот какой-то вот проблемный, скажем, да, хотя на самом деле, смотрите, он такой, не лыком шит, да, очень много знает, умеет, скорее всего, в обществе уважаемый, взрослый мужчина реализованный. Ну, что-то у него какие-то есть проблемы. Проявится, давайте немножко еще подсказку. Подсказка, карта звезда. Здесь карта мира и туз. Девочки, вы знаете, если это мужчина, с которым у вас были отношения, а потом он пропал, да, по отшельнику, вот, как говорится, ушел. Куда ушел, да? Здесь жаждет он примирения. Вот по карте звезда мечтает о примирении. Принял уже решение и будет в этом, ну, направляться, ну, как бы в этом направлении. Направляться в этом направлении, да? Прошу прощения за тавтологию. Ну, в общем, тогда ожидайте такого мужчину. А может быть, здесь даже показан мужчина, о котором вы мечтаете, да? И то, что он проявится, и между вами будет примирение. Вот так. И, знаете, непростое примирение, потому что оно поддержано еще мечевым тузом. То есть, ну, это будет что вообще гиперважное. Это такое, знаете, что-то, что люди там, я не знаю, в календарике отмечают. Вот эта дата такая важная. То есть, возможно, будет какое-то признание. Давайте подумаем, да, может быть, мужчина предложение вам сделает. Ну вот, вот такое идет. Все карты. Тут старшие арканы вышли. Тут, в общем, что-то очень серьезное будет связано именно с тем, кто уже был в вашей жизни, как бы потом что-то произошло, да, отошел и снова появится. Так, ну что, еще несколько карт, и мы будем сворачиваться. Много информации. Так. Так, на вечеринке может произойти какая-то ссора.
Вам рекомендовано не влезать. Прям вот, например, ссорятся люди, вечеринка, люди ссорятся, да? А вы вот не принимайте ничью сторону, старайтесь как бы тихо, мирно или вообще уйти по-английски. Все. И вот над вами есть помощник, защитник, иерофант, да, ваши ангелы-хранители. Или это будет взрослый какой-то мужчина, который, не знаю, скажет, а давай я тебе домой отвезу, а они пусть тут ссорятся, да? Вот какой-то будет у вас человек, который вас как бы прикроет, что ли, защитит, даст мудрый совет, в чем-то поможет в момент какого-то конфликта в людном месте. То есть это не обязательно вечеринка, да, может быть, вы где-то будете, я не знаю, находиться в людном месте, и там вот что-то такое происходит. Вот, вам не вмешиваться никак, никаких действий не предпринимать, и у вас есть хороший очень защитник. Он вас и защитит, и прикроет. Может быть, это ваш ангел-хранитель, дорогие мои. И вот это точно будет уже у нас финальная триада. Посмотрите, какая она красивая. На большой скорости в вашу жизнь летит. Карта победителя. Большая-большая скорость. Будете в чем-то брать свою вершину. Вот с чего мы начали, мы к тому и пришли в конце. Будете побеждать, будете брать свой этот гран-при, да, свой успех праздновать, отмечать, скорость вокруг. То есть эти перемены, они будут, наверное, даже очень быстрыми для вас. То, что несется, да. И в любом случае вот эти две карты, вот очень о многом говорят. И здесь у нас еще и ангел-хранитель. Посмотрите, какая красота. Я хочу сказать, что вы прошли уже какую-то трудную часть своего пути, и пришло действительно время, когда вы должны пожинать плоды, насладиться своей жизнью, своим успехом, да, всем, возможно, чем вы до сих пор, например, еще не успели насладиться, было некогда, а теперь это время пришло. Вот, пожалуйста, наша императрица берет победу где-то, да, побеждает в чем-то. То есть, ну, желаю, пусть у вас так все замечательно и получится. А теперь все ставим пальчик вверх, да, это ваше мне спасибо, а также сигнал мирозданию, пусть все это сбудется действительно именно у вас, именно сегодня. Вот такое у нас гадание. Спасибо, милые мои. До новых встреч. Пока-пока.